Доброго времени суток, уважаемые сталкеры и сталкерши, вы на канале Nix Play. Наверняка многие любители походить по данжам спустя какое-то время находили у себя в инвентаре огромное количество скопившегося барахла после них. Барахло такое, как антидоты, хромоспам и гепарин, антитоксы ВОВ и антисептические бинты. После определенного момента девать их уже попросту некуда. Они часто попадают в награду за события экспедиции в логово паукана, дорога через топи вусов и путешествие к сердцу улья. Выпадают они в виде мешков с наградой, содержимое одного из мешков сейчас у тебя на экране. Так куда же девать накопившиеся предметы? Сейчас расскажу. А перед просмотром настоятельно рекомендую посетить Twitch канал Зевса. Здесь ты найдешь невероятные стримы, увлекательные геймплейные моменты и уникальный контент, который не оставит равнодушным ни одного геймера. У него на канале ты погрузишься в атмосферу выживания и приключений в игре Stay Out, длительных и увлекательных путешествий в игре Евротрак Симулятор и даже станешь королем улиц в игре GTA 5. Не забудь подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые стримы и общение с другими подписчиками. Зевс ценит каждого зрителя и с радостью ждет твоих комментариев и предложений. Заходи на канал и стань частью дружной геймерской семьи. Ввиду того, что я часто прохожу данжи, так как качаю своего персонажа, у меня на складе скапливается много шприцов с гепарином, хромоспамом, антитоксы ВОВ и антисептические бинты. На протяжении энного количества времени за ежедневные прохождения их скапливается настолько много, что хватает пользоваться самому, так еще и на складе пыляться. Кто-то скажет, что можно продать их с доски. Да, можно, но это очень долго, так как на доску можно выставить лишь ограниченное количество предметов, потом ждать время, пока их купят, и заново выставлять следующую партию. А пока стоят твои предметы, их можно перебить в цене какой-то сталкер, и тебе придется ждать, пока купят сначала его вещи, а потом только твои. В общем, это все дело долгое, и у меня есть способ побыстрее. На Тунгуске в квадрате С23, это поселок Радиус, сидит медик Белоручка. Он принимает антидот гепарин по 3565 рублей и 40 очков торговли АНЭП СНГ, антидот хромоспам 3705 рублей и 40 очков торговли, и антитоксическое средство ВОВ по 6984 рубля и 80 очков торговли. Накопившиеся очки торговли можно потратить на покупку противогаза ГП-7 или ГП-7ВМ, на защитный костюм ОЗК или Л1, а также на рецепты и компоненты для их создания. На момент выхода видео самое выгодное покупать у Белоручки защитный костюм Л1, цена за одно очко торговли самая высокая. Также у нас имеются и антисептические бинты, их охотно принимает Айболит, это доктор, который сидит в квадрате А52, локация Везувий. Принимает он их по 958 рублей и 6 очков торговли. У него на накопленные очки торговли покупать совершенно нечего, но так как он относится к поселению Сатрибинушка, то очки торговли можно потратить не только у него. Накопленные очки торговли предлагаю потратить у Фина, находится он в этом же здании, где и Айболит. Хоть на выбор у него есть и Сайга, и Мосберг, я все же советую тратить свои очки на магазины к Сайге, так как Сайга у Фина стоит дороже, чем на доске, причем в 2 раза, и окупиться с этого у тебя никак не получится. Этими двумя способами сбыта излишек ненужной медицины ты весьма быстро освободишь свой склад, получишь небольшую выгоду, а также с пользой и интересом потраченное время. Предметы можешь таскать не переживая, так как они не выпадают в случае смерти персонажа, за исключением антисептического бинта. Данное видео не является инструкцией и призывом поступать именно так, как сказано. Все сказанное в видео носит исключительно информативный характер. Поступать так или же нет – личное дело каждого. Но вот подписаться на канал и написать комментарий я настоятельно прошу, так как это простое действие мотивирует на создание нового и уникального контента, который помогает вам легче освоиться в игре. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Увидимся в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.